мы сегодня поговорим про тот вид ликвидности, который обязан быть в вашем арсенале, и вы обязаны его знать. Про эту ликвидность очень мало говорят в интернете. И, если честно, даже у ACT я не нашел прям супер крутого объяснения этой ликвидности. Я постараюсь сегодня объяснить вам, как я понимаю эту ликвидность и как эту ликвидность я использую. Почему именно сюда я обращаю внимание? Обычно в обычной интерпретации ликвидность buy-side liquidity и sell-side liquidity выглядит следующим образом. Твоя задача всегда увидеть какой-то важный уровень. Любой из этих уровней будет важным, и в любой из этих уровней приходит цена. То есть вот теория. Если ты видишь в данном случае low и high, твоя задача снизу написать sell-side, то есть ликвидность со стороны продаж. А если ты ее видишь сверху, твоя задача написать слово buy-side. Вот и все объяснение того, что вы сможете найти в видео. Больше никаких логик, никакой подоплеки вы здесь не увидите. Просто тупо пишите BSL, SSL и поехали торговать. А что торговать, зачем торговать, как торговать? Ну, не знаю, разберетесь сами, смотрите Judas Swing. Да? Так дело не пойдет. Первое, что мы с вами договоримся, что buy-side и sell-side никак не привязывается ни к сильным уровням, ни к уровням поддержки сопротивления, ни к равным лоям, ни к пересвипам. Никак. Это уровни. Да, единственное, что вот со всем этим связано, это просто уровни. Чем будут для нас являться именно эти уровни? Эти уровни будут являться для нас стопами других участников рынка. Давайте разберем пример. В данном случае у нас произошел нисходящий тренд, мы пришли с вами в зону накопления, да, мы поснимали ликвидность и пришли в хороший, красивый ордер-блок на 12 часах. Получили точку входа, скажем так, в старшем таймфрейме. По логике Smart Money, если ваша цена дошла в зону на старшем таймфрейме, ваша задача войти в позицию, если цена влетела вверх, ваша задача на откате войти в позицию. Почему бы и нет? Хорошая история, хорошее движение. Супер, отлично. По этой причине мы будем с вами понимать, что очень много других участников рынка будут для себя считать именно это место очень важным. Почему? Потому что когда цена будет откатываться обратно, они будут искать точки входа в лонг. И было бы неплохо, если бы цена получила коррекцию очень глубоко, и в зоне дискаунт можно было бы получить точку входа. Супер, супер. По сути, цена это выполняет. Утром люди в 9 утра там просыпаются, в 7 утра, в 9, в 10 и так далее. И почему бы нет? Либо купить с текущих, что многие сделают, ведь все, цена сейчас бесконечно, без нас улетит вверх. А куда они поставят тейк? Давайте перед тем, как я покажу, куда они, скорее всего, поставят тейк, поставьте видео на паузу, подумайте, куда бы вы в этом случае поставили тейк. А тейк они поставят вот сюда. Большая часть этих участников поставит свой тейк сюда. И то здесь 1 к 2,5, такая себе история. Важный момент. Тейк поставили сюда, стоп будет здесь. И вот этот уровень действительно будет для нас являться sell-side ликвидностью, потому что здесь точно будут другие участники рынка, которые с огромной вероятностью поставят сюда свой стоп. Что мы видим дальше? Дальше рынок спускается еще ниже, и, естественно, для многих участников рынка это движение будет являться основополагающим, чтобы добрать еще позиции и так далее. И данное движение будет основополагающим, что, может быть, я еще доберусь, либо что-нибудь еще. Теперь задача какая? Цена вроде бы доходит до стопа, но все-таки не доходит и стремительно врывается в небо. С текущей стороны есть и другие участники рынка, которые попытались на этом движении продавать. Да, утро все-таки, тем более мы показали с вами резкое снижение. Многие уже могли поверить в то, что, скорее всего, теперь цена точно дойдет до этого уровня и улетит ниже. При этом я понимаю головой, что, скорее всего, именно, смотрите, важный момент, именно после того, как мы сделали вот эту резкую манипуляцию, показали, что мы полетим вниз, это могло заставить других участников рынка поверить в то, что отсюда можно шортить. И мы сейчас сталкиваемся с вами с двумя своего рода предсказаниями. Одни говорят за лонги, перекрестившись, что вот здесь уже цена наконец-то вошла в безубыток, а вторые только сейчас собираются шортить. Важный момент того, что они только сейчас собрались шортить. Вот здесь никто шортить не хотел. Они будут шортить, когда цена будет к ним желательно возвращаться, да еще и поближе.
поставит лимитку от какого-нибудь, ну, давайте вот от этого блока, вот здесь вот красиво, поставить свою лимитку, ну, вот так и оставим. Поставить свой стоп. А куда они поставят свой стоп? Они поставят свой стоп непосредственно за текущим хаем. Только сейчас мы определили, что это будет buy-side liquidity. Не в тот момент, когда цена еще ничего не сделала. Это важный фактор того, как определяется buy-side liquidity. Она определяется не сразу. Вы ее определяете в момент движения. Сейчас мы с вами посмотрим, а действительно ли были похожего формата мысли других участников рынка. Для этого я воспользуюсь скринами, сделанными в эту дату. Если вдруг вы увидите какое-то имя, ни в коем случае никого не хочу здесь оскорбить, поэтому постараюсь, если я их замечу, повырезать. Да? Что мы видим? Локальное движение, попытка войти в лонг. Куда поставит этот человек свой стоп? Естественно, снизу. Что мы видим дальше? Следующая фотография, следующий скрин. Человек допускает, что мы уже развернулись, и мы пойдем намного ниже. Что он будет делать, если цена будет возвращаться обратно? Естественно, продавать. Естественно, он допускает, что выше этого хая мы больше не вернемся, соответственно, нужно продать. Это вам два простых рандомных скрина, которые были в этот день, 25 числа. По итогу мы допускаем товарищей снизу, товарищей сверху, все заряжены, все получают точки входа, да, второй тоже получил точку входа. И смотрим, что с ними делает цена. Во-первых, цена потрепала нервы и одним, и вторым. Что они могли сделать? Во-первых, некоторые могли переставить стопы. Про это мы будем упускать, я только сейчас это скажу, да. То есть они могли перетягивать стопы, соответственно, оказаться в безубытках. А когда цена возвращается в обратную сторону, например, вот здесь, да, вот здесь получил безубыток, цена возвращается в обратную сторону, он будет открывать позицию в менее выгодную для себя сторону. Про это тоже нужно помнить. И в итоге цена забирает товарищей, которые хотели шортить. Она забирает товарищей с buy-side liquidity. Что для нас является сейчас это buy-side liquidity? Это говорит нам о том, что человек, который пытался шортить от этого уровня, будет искать дальше точку входа в шорт. Либо второе, присоединиться к лонгам. Если он присоединится к лонгам, то мы допускаем, что он будет ставить стопы, ну, вот на этом уровне. То есть это ликвидность по внутренней структуре. Мы ее назовем sell-side ликвидностью, только с маленькими буковками. Будем ее считать как ликвидность по внутренней структуре. Также мы должны понимать, что люди будут смотреть на график немного более укрупненно. И не зря здесь нарисованы ордер-блоки на одном часе. Да? Хотя нижний он совпадает с 15 минутами, но как есть. Соответственно, что я для себя допускаю? Я допускаю, что люди будут искать точки входа вот в таком формате. И если рынок им даст точку входа, мне придется искать buy-side ликвидность. Ликвидность с верхней стороны. Если рынок туда дойдет. Что мы видим с вами на графике? Как идет дальше цена? Следующее утро, да, цена у нас приходит, и на самом деле особо ничего не рисует. Она просто стоит во флете. Она, во-первых, до сих пор мурыжит вот этих товарищей, но что сделала цена? Цена дала возможность войти вот в этом уровне людям. Почему бы нет? Хорошая история. А теперь вопрос, а куда поставят они снова свой тейк? У вас точно так же сейчас есть возможность определить, куда вы поставите тейк, но, скорее всего, с таким входом навряд ли вы тейк поставите сюда. Скорее всего, вы тейк по-прежнему вы ставите сюда. Ну, это же сильный уровень, но он уже все. Это потрясающе сильный уровень, который не пускает цены ниже. Сверху мы хаи снимаем, а снизу-то нет. Это суперсильный уровень. По этой причине цена сюда никак не дойдет, и мы сейчас улетим в небеса. Вот такие мысли будут у людей, которые открывают здесь позиции. Будут ли здесь брать шортисты свои позиции? Навряд ли. Почему? По той причине, что, скорее всего, мы находимся рядом с зоной. Давай мы лучше придем в эту зону интереса и потом будем входить в позицию. По итогу мы с вами видим, что цена берет, потихонечку поднимается выше, даже если кто-то здесь собирал свои позиции, во что я не очень, если честно, сильно верю, хотя в моменте можно было бы определить ее как buy-side liquidity. Становимся на этом моменте, в какой конкретно момент можно было определять ее как buy-side liquidity.
в тот момент, когда мы вот здесь получили точку входа и начали откатываться обратно. Вот в этот момент мы на этот хай будем обращать внимание. Только в этот момент. Сейчас я для себя все равно его не вижу. Честно, даже вот по истории, понимая, как прошел дальше график, я понимаю головой, что, скорее всего, нет. Здесь допускать вот этот вот уровень, что мы отсюда будем шортить, это было невозможно, потому что снизу сильный уровень, он точно будет сохранен, и мы его не заберем, поэтому мы должны пойти выше и получить реакцию от одного из блока. То есть мысль основная превалировала в этот день вот здесь. Откуда я это узнал? Из чужих стопов. Что такое чужие стопы? Остановимся на одну секунду. Чужие стопы — это мысли других участников рынка. Ваша задача — подписаться на определенные каналы, любые на самом деле каналы, и их постоянно серфить. Берете Telegram, либо берете Twitter, подписывайтесь на профильные каналы, которые постоянно дают сигналы по трейдингу. В данном случае вы будете использовать сигналы по трейдингу, но не для того, чтобы торговать, а для того, чтобы понимать, в какой момент именно сейчас смотрят другие участники рынка. Если вы увидите, что там условно 6 из 9 человек собираются вот тут лонговать, либо хвастаются своими лонговыми позициями в момент, когда цена находится далеко от их входа, скорее всего, снизу sell-side liquidity. Да, мы сейчас опускаем то, что вот тут вот люди могли входить на маленькие входы и где-то вот здесь закрываться. Поверьте, большая часть этих людей, они не будут той массой, против которой мы торгуем. Мы торгуем против основной массы рынка. Хомяк, он не так подвижен, как трейдер, который хотя бы провел за компьютером, там, не знаю, имеет опыт хотя бы 3-4 года. Хомяк немного другой. Мы ищем ту самую главную ликвидность. Если же вам самому лень подписываться на другие каналы, что-то смотреть, что-то анализировать, к этому видео будет конкурс, по которому будет разыгрываться на постоянной основе бесплатный доступ к нашему каналу, в который постоянно сбрасываются вот эти все чужие стопы. Условия конкурса будут во второй половине видео. А сейчас возвращаемся к текущему графику. Я понимаю головой, что вот от этих зон потенциально будут искать шорты, да, в этой зоне будут искать шорты. Лонгисты уже заряжены, у лонгистов все в порядке, мы знаем, где конкретно находятся их стопы. Идем в следующий день, Токио. Токио приходит, в моменте делает равные хаи, хотя, если мне память не изменяет, мы здесь чуть-чуть ниже были, мы не пробили, мы даже не коснулись вот этого хая, но график перерисовался, поэтому перерисовался. Была ли точка входа для лонгистов? Если честно, я ее пока не вижу. Я не понимаю, где здесь была точка входа для лонгистов, но я понимаю головой, что здесь по-прежнему есть ликвидность, и на самом деле, когда мы утром сюда приходим, я понимаю, что вот здесь будет еще ликвидность. Вот здесь будет еще ликвидность. От этих уровней люди будут пытаться входить, и это все будет sell-side liquidity внутреннего уровня. Да, это будет внутри. По этой причине мы видим с вами замечательное падение вниз. Вопрос, входил ли я здесь где-то в сделку? Давайте посмотрим. Да, входил. В какую сторону? Входил в шорт. Почему я здесь входил в шорт? Точно с той логики, что мы должны забрать эту ликвидность. А вот вам как раз и подтверждение из моего телеграм-канала того, что я вошел. Я постоянно присылаю скрин из MetaTrader и объяснение. Причем вы можете перейти, прочитать все словами, получить от меня какие-то дополнительные комментарии. А самое важное, вы можете поставить дизлайк, если вам вообще непонятно, почему я здесь вошел, чтобы я на следующий день с большей пристальностью рассказал на утреннем разборе про эту сделку. Дизлайки в моем канале очень как сильно приветствуются. Это показывает, что вы хотите учиться. И благодаря этому вы можете получить обратную связь. Супер, супер. По этой причине видим продолжение нисходящего движения. Поехали дальше. Что у нас происходит на нашей дневке? Собрали мы sell-side ликвидность. Нет, еще не собрали. Получаем отскок дохлой кошки и проваливаемся дальше вниз. Итак, с данной ликвидностью собрались. Получили, отлично, замечательно. Собрали всю sell-side ликвидность, внутреннюю, основную. То есть видите, как рынок создал пул ликвидности, показал, что мы сейчас находимся на сильнейшем уровне, и после чего рухнул вниз. Ну, посмотрим, что происходит дальше. Дальше мы с вами собираемся двигаться и пробиваем сильный уровень. Мы пробили сильный уровень, замечательно, собрали стопы. Локально я допускаю, что в моменте шортистов-то и не было.
Шортисты не смогли набрать здесь себе точки входа. Вот это важная мысль, которую нужно себе указать. А поскольку шортисты не получили точки входа, соответственно, у них будет фома. Они будут считать, что, скорее всего, рынок ушел без них, и им нужно докупить. Что же будет со стороны лонгистов? Они сейчас в шоке, ничего не понятно, с какой стороны подступиться, в какую сторону пойти. Смотрим, что делает рынок дальше. Рынок начинает расти. И когда рынок начинает расти, шортисты с своей стороны собираются думать: ребята, так, наверное, все-таки мы неправильно вошли. Наверное, сейчас где-то в этой области, я уже не буду уточнять, от какого конкретно уровня, нам нужно входить в позицию и тейк поставить, например, сюда. Допускаем? Допускаем. По-любому так сами хоть раз делали. По этой причине снизу у нас будет находиться sell-side ликвидность. Мы отмечаем ее большими буквами, потому что у нас она основная. Где же buy-side liquidity? Мы с вами видим, что рынок возвращается обратно. Некоторые участники рынка для себя будут рисовать что-то в формате вот такой вот премиум дискаунт зоны. Вот что-нибудь такое. И мы видим, что в данном случае рынок приходит в эту зону. Если рынок приходит в эту зону, почему бы мне здесь не войти в позицию? Почему бы мне не поискать эту сделку? Да? Либо другой вариант. Если рынок не доходит в эту зону, то дискаунт зоны будет у нас нарисована вот таким образом. Будем ждать, когда она к нему придет. Да? Куда я допускаю точки входа, точки выхода у других участников рынка? В данном случае моя задача определить потенциальную точку входа шортистов. Люди, которые будут входить здесь, во-первых, у них фома. Ребят, мы улетаем вниз, мы больше никогда не вернемся наверх. Сейчас рынок просто валится, не знаю, до нуля. Соответственно, когда у человека фома, он открывает позиции, естественно, чуть ли не маркетом и вот так. Допустим, что он все-таки не такой жадный, и он откроет позицию, например, вот такого вот уровня. Вопрос, куда он поставит тейк? Поставить тейк вот сюда, 1 к 4. Кто-нибудь из вас согласен на 1 к 4? Скорее всего, нет. Если вы согласны на 1 к 4, то и стоп здесь ваш не будет стоять. Ваш стоп будет затянут чуть ли не сюда. Об этой позиции я даже говорить не хочу, поэтому предположим, что стоп у вас будет стоять вот здесь. Тейк, мы поставим 1 к 3. Мы же падаем в бесконечность. По этой причине вы уверены, что рынок пойдет дальше вниз. Соответственно, что будет у нас вот здесь? В данном случае я для себя допускаю, что это будет buy-side liquidity. Поскольку она находится внутри, она будет у нас маленькими буквами. Что мы видим дальше? Рынок у нас на Токио спускается. Когда рынок на Токио у нас спускается, а потом растет. Так, Франкфурт. Вот у нас пошел Франкфурт. Мы видим с вами некое неопределение. Лонгисты ликуют, у них все хорошо, все замечательно. Шортисты, наверное, будут искать точки входа в шорт. Тут есть нюанс. Если шортисты будут искать точки входа в шорт, где они будут входить? Будут ли они входить вот от этого блока? Да, это важный момент. Либо, скорее всего, они будут ждать этот блок. Либо они будут входить где-то здесь, но когда цена откатится. Давайте посмотрим, пока я уберу эту позицию, потому что, по факту здесь нету точки входа для стандартного товарища шортиста. Скорее всего, он будет ждать вот этот блок. Скорее всего, он от него будет пытаться входить. Что мы видим? Рынок не дошел до нашего блока. Прикольно. Интересно, я уже даже, если честно, про этот кусок забыл. Рынок не дошел до нашего блока и полетел дальше вниз. И он улетел дальше вниз. И смотрите, какая интересная история. Он не дал хорошую точку входа, он улетел вниз без этой позиции, а даже если бы он кому-то и дал точку входа, то позиция выглядела бы вот так. Признайте, скорее всего, она выглядела бы вот так, а закрыть ее нужно где-то здесь. Допустим, рынок летит так сильно низко, и он точно сдаст точку выхода непосредственно нашим шортистам. Почему нет? Рынок летит вниз, все замечательно. Лонгисты получили стоп, sell-side у нас отработал. Если рынок так сильно упал вниз, мы помним, что здесь шортисты не получили точку входа, и они будут искать позиции в этом направлении. Шортисты, скорее всего, после второго стопа сдадутся, пока для них точки входа нету.
По этой причине смотрим, что будет дальше. То есть шортистам нужно, чтобы рынок нарисовал какую-то более понятную картину, чтобы войти. По итогу товарищи лонгисты получают свои точки входа, получают замечательный вход, получают вот это настроение того, что, скорее всего, мы прямо сейчас полетим ниже. Где будет стоять их стоп? Buy side liquidity. Соответственно, вот на этом уровне сверху у нас будут стоять стопы данных участников. Тоже лонгисты. На самом деле сильно далеко протянул график, нужно было вот тут остановиться. Что же лонгисты? В данном случае лонгисты будут, видя вот это восходящее движение, уже через ночь проснуться и счастливые, довольные подумают: ребят, так все нормально, можно лонговать. Ну, давай-ка вот от этого блока, давай красиво войдем в эту позицию. А куда они поставят тейк? Ну, хотя бы тейк поставят вот сюда. Да, локально, логично, почему бы нет? Хорошая позиция, можно бы и неплохо забраться. Кто поставит сюда, кто сюда, но я уверен, вы же не забывайте, человек, скорее всего, получил 2 или 3 стопа подряд. Но какой здесь разум может быть? Мы все хотим сразу же, очень быстро откупиться. И это при том, что я сейчас говорю только про людей, которые откровенно понимают, чего они делают. Итак, здесь подписываем Buy Side Liquidity. Здесь дублируем Sell Side Liquidity. Причем пока большими буквами. На самом деле, какие буквы напишите, вообще все равно. Это я просто для большей структуры с вами сейчас все проговорю. По этой причине у них снизу будут стопы, у товарищей продавцов стопы будут здесь, потому что все, кто хотел по данному откату получить точку входа, скорее всего, они поставят стопы здесь. Тейк не дошел, возврат обратно. Смотрим, что делает рынок дальше, забирает их стоп. И смотрите, какой важный момент, чуть-чуть проскочило вверх. Человек получает вот здесь свою позицию. Следующий блок, от которого можно будет ходить, он находится где-то далеко вот здесь. Смотрите, где он. Вот там, пожалуйста, красивый, замечательный блок. Потенциально я понимаю головой, что вот тут будет следующий вход. Ну, не раньше, он не будет входа там посередине и сбоку. И что дальше делает рынок? Рынок берет и забирает этот стоп. А что было у нас здесь? Здесь была у нас Buy Side Liquidity. У нас есть две ликвидности, которые полностью собраны. Лонгисты ликуют, все замечательно. Шортисты, которые верили в шорт, сомневаются, что происходит, ребят. Ну ладно, может быть, от следующего блока цена даст точку входа. Да, она же почти подошла. А после этого цена делает вот так. Цена просто тупо валится вниз. Лонгисты до сих пор хотя бы в прибыли, хотя бы там какой-то небольшой прибыль. Шортисты без позиций. Шортисты получили свои убытки. Да, есть люди, которые вот здесь могут зафиксироваться. Вопросов к ним нет. Наша задача сейчас смотреть за стопами, смотреть за логикой sell side и buy side ликвидность. Итак, шортисты получили ли здесь точку входа? Нет, я не вижу здесь точки входа для товарищей шортистов. Если я знаю точно, где стоят стопы лонгистов, по этой причине наблюдаю, что дальше. Цена показывает, что она резко падает вниз, и до сих пор мы не получили точку входа для лонгистов. При этом, если мы с вами посмотрим по внутренней структуре, да, мы с вами видим вот это замечательное движение. Давайте я вот это все поудаляю, оно нам не нужно. Я вижу, что лонгисты на коне. Когда мы полетели сильно высоко, многих товарищей шортистов мы могли запутать и забрать с собой в сторону восходящего движения. А если человек видит вот здесь такую красивую, замечательную картину в восходящем движении, неужели он на откате не будет покупать? Ведь нас с вами Smart Money учит: ребята, на откате твоя задача купить. Ну как же, обязательно нужно купить. По этой причине я понимаю головой, что Sell Side Liquidity будет находиться на вот этом уровне и на вот этом уровне. Почему? Потому что каждый из этих уровней будет восприниматься другими участниками рынка как потенциальная точка входа. Пусть вот этот уровень верхний, мы его удалим, оставим только нижний, и мы видим, как цена к ним идеально приходит и все их собирает. В моменте, когда она очень сильно упала, она упала как? Она упала импульсно. И когда цена падает импульсно, для многих это будет означать, что все, ребят, все пропало, мы летим на дно. По этой причине никаких лонгов здесь уже открываться не будет. Зачем? Что делает в этот момент рынок, когда никто уже не поверил в лонг? Дает возможность поверить в лонг. И все люди, которые в моменте хотели бы открывать лонги, но нахватались вот здесь стопов, опоздавшие здесь, не взявшие позицию,
будут открывать эти позиции на откате. Но если прямо сейчас точка входа в лонг на откате? Пока нет, поэтому sell-side ликвидность мы пока удалим. Но что мы видим? Мы видим с вами хорошие, замечательные точки входа в шорт. Я вижу замечательную, прекраснейшую точку входа в шорт вот от этих блоков. На самом деле по ACT блок будет еще выше, вот эта зеленая свеча. Если вы не смотрели про ордер-блоки по ACT, обязательно посмотрите видео в закрепленном комментарии, а также посмотрите, каким образом я выделяю свои блоки. Именно эти блоки очень часто показывают идеальную отработку с точки зрения того, что мы либо к ним не доходим, либо мы их супер красиво пересвипываем и улетаем в обратную сторону. Что мы видим? Что мы видим дальше? Происходит Токио. Подходит у нас время к началу Франкфурта. Казалось бы, ну вот поставь лимиточку, вот поставь вот ее сюда, и давай войдем в позицию. Но смотрите, какой важный момент. Момент в том, что мы показали лонгистам, ребята, похоже, пора сейчас лонговать. Соответственно, что будут продолжать лонгисты? Снова сильный уровень. Снова мы пробили там важную ликвидность, и теперь мы должны дальше расти, потому что все-таки это был ложный пробой. По этой причине мы полетим дальше вверх. У нас ликвидность есть? Да, вчера получили стопы. Ничего страшного, сейчас точно этот уровень отработал. Это нас просто сняло, специально пересвипнуло, чтобы улететь вверх. По этой причине я допускаю, что на этом откате многие трейдеры продолжат искать точки входа в лонг. Соответственно, если они продолжат искать точки входа в лонг, где будет sell-side ликвидность по внутренней структуре? Конечно же, здесь. Есть ли точка входа у лонгистов? На самом деле, я сейчас пока не вижу, не понимаю. То есть лонгисты ночью входили в свои позиции и так далее. Давайте посмотрим, что говорят чужие стопы за текущий день. Желание лонговать, потом шортить. 4 часа. Соответственно, мы допускаем, что цена полетит в небо, потом пойдет вниз. Следующий момент. Давай-ка цена спустится вниз, и мы улетим в небо. То есть давай-ка прям один в один то, что я нарисовал, да? Следующий скрин. То же самое. То есть и вот это похоже все скрины, которые у нас были в этот день. То есть все чужие стопы, которые происходили в этот день. Что мы делаем дальше? Мы видим, как цена не доходит до этого блока и начинает показывать свое падение. Для себя мы выделим зоны интереса, для себя мы определим структуру. На самом деле все эти рисунки будут выглядеть у нас уже в готовом графике вот таким вот образом. Вот таким образом. То есть вот наша текущая структура, вот наши текущие разметки, вот наш текущий, кстати, блок, даже замечательный красивый блок, который у нас является IDM UB, но, к сожалению, мы до него пока не доходим. Что дальше делает цена? Цена дальше дает точку входа другим участникам рынка. И что делают другие участники рынка? Естественно, покупают. Шортисты ждут, ну дай мне хотя бы какую-то точку входа. Но рынок им ее пока не дает. И казалось бы, что нужно делать в этой ситуации? Я думаю, вы уже поняли, что нужно делать в этой ситуации. Продавать. Дожидаемся с вами Лондон. Лондон дает откат. На откате входим в шорт-позицию и получаем с вами мгновенный тейк. В тот момент, когда лонгисты ищут точку входа в лонг, они получают эту точку входа в лонг. Не забывайте, что у нас с вами есть потрясающая точка входа в лонг. Вот она. У каждого из них она нарисована. Она была лимиткой выставлена. В этот момент мы собираем, зная, где находится их стоп, позиции. После чего позиция улетает вниз. И мы сейчас с вами находимся внизу, показывая другим участникам рынка, что мы расстроили полностью шортистов и собираемся потихонечку давать надежду лонгистам. А теперь про конкурс. Один участник, чей комментарий наберет под собой снизу самое большое количество ответов, будет автоматом добавлен в чат с чужими стопами. 2 человека, чьи комментарии будут выбраны рандомом, будут также добавлены в канал по чужим стопам. То есть вам ничего не придется делать, оно все автоматом к вам приходит, вам просто нужно смотреть, определять, где будут стоять уровни. Комментарии должны быть осознанные, и плюс еще один бонус. Самый большой комментарий с точки зрения описания своей истории, как вы торгуете чужими стопами, видите ли вы чужие стопы, как вы учитесь искать эти чужие стопы, тоже будет автоматом добавлен. Условия и сроки будут написаны в телеграм-канале, но к этому видео данный конкурс будет проходить 2-3 раза в год. Это 100%.
Поэтому неважно, когда вы посмотрели это видео, данный конкурс все равно будет актуален. На этом у меня все. Спасибо. Пока.